Новая жизнь старого ПК. Как установить Chrome OS Flex. Друзья, всем привет! Основная идея Google – это дать новую жизнь вашему ноутбуку, для которого Windows 10 оказывается слишком тяжелой. Чтобы установить Chrome OS Flex на ваш компьютер, он должен иметь 4 гигабайта оперативки, 16 гигабайт на жестком диске и процессор, который поддерживает 64-битные операции. Для создания загрузочной флешки нам понадобится установить в браузере Chrome специальное расширение. Нажимаем справа от адресной строки три точки. Здесь выбираем дополнительные инструменты, расширение. Дальше открываем панель слева и нажимаем внизу ссылку «Открыть интернет-магазин Chrome». В поле поиска я ввожу «Утилита». А дальше из предлагаемых вариантов выбираем «Восстановление Chromebook». Вот она. Кликаем мышью. «Установить». Подтверждаем установку. Готово. Закрываем уведомление и нажимаем кнопку «Расширение». Кликаем по нему. Нас предупреждают, что понадобится флешка размером не менее 8 гигабайт. Выбираем модель из списка. В поле производителя ищем Google Chrome OS Flex. А в поле продукта Chrome OS Flex. Продолжить. Дальше выбираем флешку, которую я подключил заранее. Продолжить. Вас предупреждают, что все данные с флешки будут удалены. Здесь заходим в расширенные настройки и нас будет интересовать стабильная версия. Кнопка «Создать». Итак, процесс пошел. Сначала идет скачивание данных, затем извлечение их из архива, запись на флешку и проверка. Вся процедура может занять 20-30 минут. Итак, создание образа системы завершено. Обратите внимание, что данная утилита нам еще понадобится, когда вы захотите вернуть свою флешку в исходное состояние. Стандартное форматирование Windows с этим не справляется. Поэтому досмотрите видео до конца, я покажу, как это делается. Теперь компьютер можно перезагружать. И вам нужно позаботиться, чтобы в BIOS был включен режим загрузки с флешки. Во время загрузки система предложит вам выбрать язык. Затем спросит, хотите ли вы сразу установить ее на жесткий диск вашего ПК или попробовать запустить с флешки. Для первого знакомства я рекомендую выбрать запуск с флешки. Далее идет подключение к Wi-Fi сети. На следующем шаге мы сообщаем, будет ли на этом устройстве работать ребенок. И в заключение вводим данные своего Google аккаунта. Далее выполняется синхронизация аккаунта, и система встречает нас с приветствием. Панель запуска – это привычный аналог кнопки «Пуск». Сначала перед вами открывается список недавних приложений. Распахнем его полностью. И пролистаем ниже. Давайте откроем настройки. Посмотрите, вполне привычное окно. Слева список разделов, а справа их детализация. Посередине в панели задач находятся пиктограммы с закрепленными приложениями. Для примера запустим YouTube. Приготовьтесь к тому, что если раньше ваш ноутбук не тянул HD-ролики, то теперь будет показывать и Full HD. YouTube работает заметно лучше. Теперь по поводу остальных приложений. В основном это всевозможные веб-приложения, которые могут запускаться в двух режимах. Например, Google таблицы. Я кликнул на них мышкой, и они открываются в браузере. А теперь запустим их иначе. Снова панель запуска, и на пиктограмме таблицы кликаем правой кнопкой мыши. Посмотрите, помимо вкладки браузера, мы можем запустить их в отдельном окне приложения. Для эксперимента давайте вынесем их на панель задач и запустим оттуда. Готово. Также вы можете как угодно настраивать их порядок. Чтобы убрать приложение отсюда, правая кнопка мыши «Открепить». Но в списке приложений оно осталось. Давайте его оттуда полностью удалим. Я это делаю для того, чтобы показать вам, как его снова можно будет установить. Правая кнопка мыши «Удалить». Теперь ищем приложение «Интернет-магазин Chrome» и запускаем его.
В поле поиска вводим таблицы. Выбираем из списка найденных только приложения. А вот и наши таблицы. Установить. Подтверждаем. Таблицы установились, и Google для чего-то открыл браузер с пустой страницей. Еще я хотел вам показать приложение «Файлы». Когда вы работаете в Chrome OS Flex, то вам без проблем доступен ваш Google Диск, а также жесткие диски на компьютере. Мы протестировали эту систему на нескольких ноутбуках, и не везде она работает одинаково. Иногда все плавно и идеально, но для некоторого железа не хватает оптимизации. Были спонтанные перезагрузки, был отвал Wi-Fi модуля, пропадали картинки иконок приложений, ну и операции чтения записи с флешки сильно замедляли работу системы. Поэтому перед установкой на компьютер обязательно протестируйте ее, запустив с флешки. И напоследок, давайте восстановим нашу флешку, чтобы с ней можно было и дальше работать в Windows 10. Сейчас она выглядит вот так. После сеанса работы в Chrome OS Flex на ней живет два раздела. И любые попытки их отформатировать ни к чему не приводят. Windows не может этого сделать. Поэтому мы возвращаемся в Google Chrome. Кнопка расширения. И еще раз запускаем утилиту восстановления Chromebook. Здесь заходим в настройки и выбираем «Удалить данные с носителя для восстановления». Выбираем флешку. Продолжить. Очистить. После очистки нам сразу же предлагают ее отформатировать. Соглашаемся. На этот раз все прошло успешно. Если теперь вернуться в мой компьютер, то мы увидим, что наша флешка наконец-то заработала. И только после этого можно удалить расширение из Google Chrome. Удалить. Подписывайтесь на наш канал и обязательно ставьте лайки. Я ваши лайки очень-очень люблю. А кто желает принять участие в развитии канала, то на главной странице доступна функция спонсорства.